Если не хочется, это не знаю, кто надо. Нет, это против. Это все да. Сначала ключ, иначе мы потом не выйдем. Давайте ключ. И открываем конца. Добро пожаловать в бункер 703. Пойдемте. Давайте встанем полукругом, начиная вот отсюда и продолжаясь в ту сторону. Полукругом, начиная вот отсюда и продолжаясь в ту сторону. Давайте с третьего раза будем. Полукругом, начиная вот отсюда и продолжаясь в ту сторону. Да. Я просто стою так, чтобы вам было удобно. И еще мне нужна будет чья-то помощь, чтобы ненадолго дверку закрыть. Надо будет протянуть воздух ручку до упора. Главное, пожалуйста, не поворачивайте ее. Да? Она не захлопнется, ее просто притянуть надо. Прижать. Супер, можно отпускать. Спасибо. Итак, мы с вами оказались непосредственно внутри нашего сооружения, и сейчас я расскажу вам про систему вентиляции, как ее защитить и что это за ветер такой был при открытии двери. Начнем с системы вентиляции. Зачастую в таких объектах у нее есть три основных режима работы в военное время. Первый режим – это так называемая чистая вентиляция, когда мы просто берем воздух с поверхности и подаем его напрямую сюда вниз. И в целом на этом вся история и заканчивается. Второй режим – это режим фильтровентиляции. В том случае, если было применено химическое либо ядерное вооружение, или же по городу идут пожары. В таком случае мы продолжаем забирать воздух с поверхности, но прежде чем он попадает внутрь объекта, он у нас проходит через систему фильтрации для очистки от негативных примесей. И последний режим – это уже режим полной изоляции. В таком случае в объект не поступает ни вода, ни еда, ни люди, в общем ничего. Мы становимся больше похожими на подводную лодку в плавании, чем на спецобъект. Причем между подводными объектами и подводными лодками гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Но об этом мы с вами еще поговорим позднее. Собственно, у нас не совсем типичный проект, поэтому у нас либо вентиляция мирного времени, либо только полная изоляция. Но когда мы открывали дверь, мы с вами почувствовали такой мощный поток ветра. Это подпор воздуха. Собственно, он необходим, зачастую в объекте, для того, чтобы не допускать попадения в него, там, пыли, каких-то еще вещей, потому что образовались встречные, либо рассохлись какие-то уплотнительные резинки. Но в нашем случае подпор воздуха можно применять только для того, чтобы проверять герметичность объекта. Сейчас мы с вами, по сути, в целом почти что загерметизированы, но у нас идет приток воздуха с поверхности. Собственно, герметичность объекта нам обеспечит не только гермодвери, но еще и специальные гермоклапана. Практически на каждой трубе над нашей головой можно заметить такую вот фреску с моторчиком. Это как раз и есть тот самый гермоклапан. Один такой более подробно можно рассмотреть над дверью. Он как раз сейчас закрыт. Прям у вас за спиной. Не. Вот, так. Собственно, для того, чтобы быть уверенным в том, что объект герметичен, есть специальный прибор. Называется он тяга напора вверх. Если мы с вами на него сейчас посмотрим, то увидим, что разница давления между внутренностями объекта и стволом составляет порядка 400 паскалей, даже чуть-чуть побольше. И мы можем сделать вывод, что несмотря на свой внушительный возраст, данный объект все еще герметичен, с чем я нас и поздравляю. Сейчас я предлагаю вам внимательно смотреть на тягу напора вверх, можно записывать красивым видео, ну а я пока открою дверку. Можно к чему поближе подойти, мне не жалко, только не видно. Все готовы? Мальчик, вернись, пожалуйста. Спасибо. Так, все готовы? Тогда поехали. Сейчас наверняка кому-то из вас могло заложить уши. Это абсолютно нормально. Вы почувствуете резкий перепад давления 400 паскалей. Это не смертельно, с вами все будет хорошо. Если надо, можно продуть уши. Больше таких перепадов по давлению у нас с вами не предвидится. Ну и пойдемте дальше обсудим, что тут есть для людей. Давайте станем таким полукружочком, чтобы всем точно было видно и слышно. Как я и говорила, для большого количества людей данный объект не предназначался. Но тем самым 5-7 инженерам надо было обеспечить хоть какой-то комфорт на время пребывания здесь в случае режима полной изоляции. Поэтому на объекте есть аж целых 2 помещения специально для людей.
Первый из них мы с вами не пойдем. Это вот там за серебристой клеткой находится санузел и перекачка. Но не переживайте, мы от этого вообще ничего не теряем. Там буквально 3 насоса и 2 туалетные кабины. Да и где уже лет 10 уже не работают. Второе помещение называется кислородной комнатой. Оно было основным для наших прерываемых и наиболее интересным из двух. Название заключает, естественно, из вот таких голубых баллонов с кислородом, который необходим человеку для поддержания дыхания. Вы сейчас всем перекрываете обзор на помещение, поэтому, пожалуйста, внимание. Собственно, под потолком 2 бака с водой. Общая вместимость составляет 400 литров. Они включены в систему водоснабжения, поэтому вода не заставится. Всегда обновляется чистая, свежая и пригодная для питья. Торцет, двухэтажные нары. На первом этаже должны были сидеть, вести разговоры о жизни, великом и всяком таком, но на втором этаже коллеги должны были спать. Спали посменно, поэтому в течение суток все успевали поспать свои законные 6 часов. Также здесь находился небольшой запас продовольствия, потому что, как известно, войной, а без расписания. Но оно, кстати, до наших дней не дожило. Собственно, также по объекту вы либо уже успели заметить, либо еще успели заметить вот такие желтые ящики. Я пока не буду рассказывать, что это такое, но дам небольшой спойлер. Это одна из самых важных для жизнеобеспечения человека в нашем объекте вещей, которые в то же время саму жизнь человека очень легко может отнять. Не переживайте, они сейчас безопасны, с нами все будет хорошо. Просто замечательно будет в самых неожиданных местах объекта. Но что это такое, зачем нужно, как работает и почему можно нас убить, я расскажу чуть-чуть позднее. Пойдемте дальше, покажем, что тут есть для документов. Осторожно, потолок становится ниже. И опять же давайте каким-то таким полужечком. Как я и говорила, наш объект это странная, но все-таки библиотека. И документы вещь очень нежная. Требуют они около 18-20 градусов тепла и 40-50% влажности. А на поверхности то холодно, то жарко, то сухо, то влажно. И вот чтобы у нас всегда был идеальный микроклимат, есть двухэтажная климатическая установка. Это ее первый этаж помещения холодильных машин. Правда, холодильные машины до нас чуть-чуть не дошли, в 2008 был сделан ремонт, и больше к нам, к сожалению, не вернули. От них на память остались лишь компрессоры. Также здесь есть бак охлажденной и отепленной воды. Дело в том, что данная климатическая установка умеет довольно интересную вещь. Это осушение воздуха с помощью воды. Звучит как бред или магия, но на деле это самая простая физика. Мы берем влажный воздух с поверхности, распыляем его в ледяную воду. За счет этого излишек влаги из воздуха у нас конденсируется, по факту попадает в росу. Собственно, на выходе холодный и достаточно сухой воздух. При необходимости мы можем его нагреть и уже отправлять к нашим документам. Сейчас мы с вами отправимся на второй этаж климатической установки в помещение центральной вентиляционной камеры. Места там мало, поэтому пройдем мы с вами транзитом и выйдем уже в следующем зале. Местами шумновато, но, к сожалению, так уж она работает. По пути вы заметите приоткрытую дверцу, за которой в большом объеме будет литься вода. Это как раз и есть та самая камера орошения воздуха. По пути будет очень низкий потолок, поэтому, пожалуйста, берегите головы. Также напоминаю, что кнопочки, пускатели, выключатели, кабели, электродвигатели руками мы ни в коем случае не трогаем. В этом помещении это опасно не только для вас, но и для всего объекта в целом. Пойдемте. Большая просьба особо здесь не распределяться и держаться таким полукругом вокруг меня. Почти ко всем экспонатам мы с вами подойдем, почти обо всех поговорим. Сейчас, чтобы вам было комфортно меня слушать, а мне не приходилось перекидывать климатическую установку, я ее включу, и мы с вами продолжим. Далеко не всегда было так пусто и гуляло эхо. Буквально 20 лет назад все было следующим образом. Эти фотографии сделаны в нарушение всех местных правил и законов, зато дают отличное представление о лучших днях этого объекта. От торца до торца здесь стояли стеллажи, которые хранились документы, и вот такие сейфовые шкафы. Это, к слову, оригинал. По какой-то причине целых 3 штуки мир решил не возить и оставил нам своеобразное наследство. Но история того, как в одночасье спецобъект стал музеем, как раз там и даже в чем-то печально, а в чем-то смешно.
Потому что в самый крайний этому момент, а именно в ночь с 31 февраля 2004 на 1 января 2005 в один из блоков хранения документации стала поступать вода. Здесь не было ни фонтанов, ни водопадов, но вот влажность стремительно росла, и снизить ее никак не удавалось. Поэтому МИД приняли решение сначала о эвакуации архива, а впоследствии и реконструкции объекта. И реконструкцию, как вы можете заметить, успешно начали. Снятся вплоть до основания, так называемых тюбингов. Один тюбинг – это 6 квадратиков, образующих вертикальный прямоугольник. Здесь складывают не только такие объекты, но еще и метрополитен. Все это успешно шло вплоть до 2008 года. Ну а там миротворцы кризис, стоимость реконструкции возрастает, и МИД решает ее восстановить до лучших времен. И вот лучше времена, может, и настали, а реконструкция так и не продолжилась. Поэтому в 2018-м объект был признан морально устаревшим, рассекреченным и передан под музей, где мы с вами и находимся. Давайте пройдем чуть-чуть дальше и поговорим немного о гражданской обороне. Всем, кому жалко уши, я советую заткнуть. Будет несколько неприятно. Кто не спрятался, я не виноват. Evet, buradan nükleer sirenleri de kendiniz çalıştırabiliyorsunuz. Итак, а что вы будете делать, если услышите подобный сигнал, находясь на проекте? Надо куда-то бежать. Под землю. Так, Прятаться. Метро, бункеры. Подвал. Подвал. Так, еще вариант есть? Ага, с вами все просто. Шанс, что вы вышли из какой-то опасности, не то что прям много. Поэтому давайте я расскажу, что с этим сделать. Начнем мы с вами с небольшой предыстории. У мальчика с данных фотографий, сделанных во время Великой Отечественной войны, вариантов действительно не было. Там только авианалет, и единственное, что с этим можно и нужно было делать, это как можно скорее оказаться в укрытии, убежище, ну, склад местности на худой конец. Время идет, и сирены сейчас применяются подобные. Это, например, малышка С-28, и в нынешних условиях она оповестит полкилометра вокруг себя. Сигнал так называется «Внимание всем». Из названия в целом понятно, что необходимо проявить внимание. Подойдет его в самых разных ситуациях. Это может быть проверка работы таких сирен, учения для гражданских лиц, а может быть действительно какое-то ЧП. Причем по ЧП называют самые разные вещи. Авария на химическом производстве, падение метеорита, паводок или действительно ракетная опасность. И в каждой из этих ситуаций нужно действовать совершенно по-разному. Потому что если, например, это была авария на химическом производстве с разливом хлора, допустим, хлор тяжелым облаком будет висеть внизу. Пока вы радостно куда-то бежите, там, в убежище, в укрытии, метро и т.д. и т.п., вы можете попасть в облако хлора. Встречным грозит вам минимум ожогами и отравлениями, ну а максимум летальным исходом, который вроде как не то, чтобы прям всем нужен. Поэтому, если однажды услышите подобный сигнал, в первую очередь успокаивайтесь. По опыту Великой Отечественной войны паника в московском метро убила людей гораздо больше, чем, собственно, фугасные напомы, которые в этот же самый метрополитен попали и там взорвались. Далее, включайте радио, телевизор, открывайте средства массовой информации или сайт МЧС и выясняйте, что вообще происходит. Далее, вы собственно, получаете инструкцию от МЧС и не следуйте им. Собственно, если им следует прям неукоснительно, то шансы выжить в неприятностях возрастают многократно. К слову, узнать, где находится ближайший дом укрытие или убежище, можно легально и официально. Для этого нужно обратиться либо в ГБУ жилищник, либо в специальный учебный центр МЧС, ну, либо же просто в ЖЭК. Все они обязаны дать информацию о нахождении ближайшего дома укрытия или убежища. Секретно она не является. Но мы с вами дальше и поговорим про желтые вещи. Срок режима полной изоляции данного объекта составляет 14 суток. Правда, несмотря на все наши запасы воды, еды, кислорода, в общем, казалось бы, всего необходимого, без подобных ящиков, либо аналогов мы с вами здесь просидеть не сможем. Как думаете, почему? Вот, вода, еда, кислород у нас есть. Из-за, не знаю, обрушений и так далее. Фиг. Что-то они делают, очищают или... А что очищают? А зачем? От чего? Ну, мысль так, то есть верно. Генерирует что-нибудь. Нет, это побочный. Может, тепло вырабатывать? Нет, мы тут сами прекрасно справляемся. Ну, то есть у нас, например, в музее тепло, потому что мы постоянно водим сюда экскурсии. Никакого лишнего отопления нет. С кислородом что-то связано, потому что глубоко или... Косвенно, но далеко не все устройства умеют. Возможно, что-то отличается под землей от обычных условий. Нет, ничего вообще, на самом деле. Ну, солнечного света разве что нет. Ну, то есть направление мысли у вас верное. Что-то
связанное с воздухом. Мы находимся в замкнутом пространстве. Такая маленькая подсказка. Давление То есть изменяется. ничего не приходит, ничего не ходит. Нет, не давление. Ну, кислород в баллонах, я что добавила? Да, совершенно верно. Проблема в том, что мы с вами дышим. Вдыхаем воздух, а выдыхаем углекислый газ. Ну, это не проблема нормальной жизни, но тем не менее. Собственно, с углекислым газом есть проблема. Буквально 2,3% углекислого газа в общей массе воздуха, и мы сами сначала почувствуем такую усталость, потом потеряем сознание, а потом и жить. И летальный стук как будто бы опять не то, чего мы хотели добиться. Поэтому углекислый газ нужно как-то удалять. Варианты есть разные. Такие веселые желтые ящики или чуть более скучные серые или реактивные патроны. Ящики поинтереснее, поэтому про них подробнее и расскажу. Это ртуть, буланок дуна для, собственно, моряков-подводников, на что намекает и ее ярко-желтый цвет, и вот этот прекрасный якорь на шильдике. И сама по себе регенеративная двухъярусная установка на самом деле максимально бесполезна, зато и безопасна. Из нее можно сделать, ну, не знаю, хорошую желтую табуретку, например. Правда, вот все меняется, если мы сюда добавляем подобные пластины В64. 64 здесь название неспроста, а потому что именно 64 часа дыхания на одного человека может обеспечить комплект таких пластин. Они состоят из натроксида калия, который, казалось бы, всем хорош. Он самостоятельно взаимодействует с углекислым газом. В процессе реакции выделяется тепло, за счет чего у нас воздух будет самостоятельно циркулировать через данную установку. В то время как для работы регенеративного патрона нам нужен вентилятор, электрический либо ручной. Также в ходе реакции эти пластины еще действительно вырабатывают кислород, чего регенеративные патроны опять же не умеют. В общем, казалось бы, сказочная штука, такие пластины В64. Но мы с вами просто знаем, что со связками нынче тяжко, поэтому пластины есть всего лишь один, но очень неприятный момент. Так выглядит реакция одной такой пластины на контакт с водой, которая есть вверх. Точно так же будет реагировать просто на воду с любой другой органикой, просто на слив и на другие горючие смазочные вещества. Причем, если так реагирует одна, то представьте, как целый ящик, где 32 штуки. Что сотрудники объектов, что подводники на этом, увы, неоднократно обжигались. Если кому-то сейчас из хулиганских побуждений все выдать бутылку воды, не надо. Мы взяем макет, мы хотим жить, и вы наверняка тоже хотите жить. Но если хочется посмотреть, как такие пластины, собственно, взрываются, подробно узнать о химических реакциях, которые там протекают. Мои коллеги сняли подробное видео, тут есть на него ссылка, можно будет потом посмотреть. Но я предлагаю нам отправиться дальше, про радиацию и ядерные изменения. Я напоминаю, что вопросы учатся в свободное время.